Чипин Геннадий Кириллович. Я сам по национальности долганин, представитель коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Вот у нас 5 народов малочисленных проживают на территории Таймыра. Конечно, Таймыр у нас многочисленный, здесь живут другие народы, но мы сейчас хотим обозначить внимание коренных народов малочисленных в период пандемии, который сейчас объявил Международная организация. Вот. Как мы тут живем? Ну, скажем так, Арктика, в принципе, не жалеет слабых, и она не гладит по голове, если ты будешь молиться или там что-то говорить. Болезнь есть болезнь, она как есть, она косит всех. Поэтому не смотрит на старейшин, которые слабые и могут попасть под действие ковида и покинуть наш мир. Поэтому мы очень обеспокоены этой болезнью и стараемся как бы наших престарелых стариков держать на расстоянии и стараться, чтобы они меньше контактировали с окружающим миром. Это очень осложняет социальные, скажем так, направления людей. Мы же всегда общались, всегда ездили в город, всегда ездили в поселки, и стойбище всегда общались между собой. Теперь все это ограничивается. Вот. В целях безопасности жизни людей. Не только самих себя, но и близких. Вот. Что касается общения, обеспечения продуктов питания тех же оленеводов, которые очень далеко живут от населенных пунктов, теперь они стараются не контактить с людьми, боясь заразиться, потому что это осложнит прежде всего доставку самого врача туда, в тундру, и, во-первых, ограничение в лекарствах, особенно у оленеводов, у охотников, рыбаков, которые далеко находятся от центра, и вовремя не смогут реагировать. Это обеспечение опять вертолетами доставка, потому что дорог нет. Вот, и чтобы прилететь, успеть увезти тяжело больного, будет очень проблематично. Во-первых, еще и связи бывает, не бывает иногда. Интернет не везде у нас еще есть. Поэтому очень сильно у нас жестко, скажем так, в тундре стараемся меньше общаться с людьми, которые едут с материка или с того же города Зинки, с Норильска. Вот. Оленеводы стараются меньше появляться на территории нефтяных компаний. Нефтяные компании стараются тоже не контактить. У них внутренний приказ прекратить общение с местными жителями, потому что это угроза их жизни. Вот. И поэтому продукты питания, если уж прямо так уж уже, скажем так, очень плохо, то на расстоянии просто вот выносят продукты питания, потом отходят и уже оленеводы забирают эти продукты и оставляют мясо, рыбу. Вообще стараются сейчас на этот период перейти на подножный корм, как и раньше наши предки жили. То есть костная мука, рыба, мясо. И на старых запасах стараются протянуть это время более-менее, как бы меньше контактить с посторонними людьми и даже с родственниками из поселков. Вот. Что касается внутри поселка, да, очень боимся, что, допустим, рейсовыми бортами, теми же вертолетом из города в поселки, тоже местные жители стараются, чтобы проходили прежде всего врачебное освидетельствование, что температуры нет, допустим, то есть проверяют специальным оборудованием, выдают справку, что он прошел первоначальную проверку, и тогда он вылетает уже в поселок. Естественно, администрация ограничила поездки командировочных людей в поселке, только при острых необходимых, как, допустим, врачебная бригада вылетает, и то их тоже проверяют на наличие температуры в первую очередь. Вот, что касается ковида. В городе был момент, когда ставили посты, и людей из другого города, допустим, Норильска, не запускали сюда без острой необходимости. Если раньше спокойно ездили сюда на рыбалку, на весеннюю, то в этот период рыбалки практически не было. Городские жители из Норильска сюда старались уже меньше появляться, потому что стояли посты. Также посты ставили и на реке Енисей,
вот, и проверяли всех, и старались как бы меньше контактировать. В общем, ковид очень сильно ограничил движение всех людей между собой. Все стараются носить маски, но хотя сейчас эта усталость намечается и заметна у людей. Многие уже начинают не носить маски и как бы уже устали от страха, иногда просто не носят уже, надеясь, что их сторона обойдет, и надеясь, что медицина не стоит на месте и все-таки лекарства будут выработаны, и люди способны. Я сейчас живу в город Дудинка, это столица Таймыра. Вот, и здесь численность примерно где-то 20, в пределах 20 тысяч населения. Здесь есть больница большая. Вот, на данный момент в пределах 100 человек здесь болеют, и из них под наблюдением чуть больше народу. С ковидом подтверждение вроде 100 человек, да. Но в основном это вахтовики, которые приезжают с нефтяной компанией, с тундры. Вот их сюда прямо большим количеством привозят. Потом их обследуют и в обсерваторе держат и отправляют обратно в тундру. Вот. Что касается коренных жителей, да, тут есть случаи заболевания. В частности, я болел сам ковидом-19. Вот, прошел это лечение. Лечение очень жесткое. Лекарства принимали прямо горстью. Печень моя выдержала. Я надеюсь, что и другие тоже будут так же лечиться аккуратно и смотреть за своим здоровьем. Таймырский, Долгонецкий муниципальный район, Красноярский край, субъект Российской Федерации. Ну, тут я просто пример привел большой массы населения, потому что на Норильске примерно 400 где-то или 300 тысяч населения, когда в Дудинке 20 где-то тысяч. И норильчане очень любят корюшку. И на период корюшки, это в мае месяце, очень много норильчан приезжало. Прямо на своих машинах очень много. И весь Енисей, речка Енисей, река Енисей, была просто забита рыбаками. На данный момент практически все было пусто, и народ туда не приезжал. Что касается поселковских рыбаков, они в поселке, конечно, рыбачат, но в город не приезжают и не меняют рыбу на продукты питания, они там на месте все отдают. Предприниматели, которые везут продукты в весенний период, они не ездят, потому что все уже тает, машины не проедут. Только период зимних жестких морозов под 40 градусов, под 50 градусов. Главное, чтобы машина выдержала дорогу, и дорога выдержала груженную машину. Вот в этот период предприниматели ездят. Либо когда командировочные или пассажирские рейсы общаются, перевозят пассажиров, тогда привозят продукты питания, которые покупаются здесь в магазине и привозятся в поселок. Централизованного обеспечения, как раньше было государственное, теперь нет. Все в частном порядке. Государство лишь компенсирует некоторые продукты предпринимателям, которые выиграли конкурс. Допустим, на хлеб, на сахар, в общем, на ценные, на самые основные виды продуктов питания государство часть денег предпринимателям компенсирует. Вот. Да. Но есть у нас еще и охота, и рыбалка. Это вторая часть населения, у которых нет домашних оленей. Оленеводы, так же, как и рыбаки-охотники, приезжают либо в поселок, обмениваются мясом, рыбой, либо продают мясо, получают деньги и едут уже либо в нефтяную компанию, там у них магазины есть. Сейчас практически то же самое, но уже стараются делать на удаленке, то есть в помещение уже не заходят. Из помещения выносятся продукты, ставятся на улицу, и уже человек забирает его прямо с улицы, не заходя в помещение. Потому что есть безопасность сохранения. Не заразиться, чтобы.
Поселки, да, заходят, там есть магазины, и в масках заходят люди. Молодежь, в принципе, она такая, скажем так, свободолюбивая, не любит, когда их сдерживают в движениях. Они тоже ответственностью относятся, чтобы стариков своих не заразить, носят маски. Но как вот получается, что иногда просто эта ситуация неконтролируемая. Ну вот, допустим, Устья-Вам где-то примерно чуть больше 400 человек. В Волочанке чуть побольше, где-то 600 человек, 700 человек. Есть поселки, где до 1000 населения. Вот. Поселок, сельское поселение Хатанга, сама Хатанга, там где-то примерно 3000. Ну, это со всеми населением, русскоязычное население, приезжие люди. Вот. Сами поселки, они малочисленные. От 100 человек, вот, допустим, Ленинские, Потапова там 200 человек где-то. Устья-Вам, ну, у нас тут 24 поселка разбросаны по Таймыру. Везде вот такое разное количество, но больше 1000. Это только где-то Носок, Караул, вот, Хатанга сама, вот, а остальные поселки очень маленькие. Поэтому страх, что ковид будет заражен и все быстро массово сразу заразятся, опасность есть такая. Поэтому все местные жители тоже настороже, тоже смотрят друг за другом, чтобы было все аккуратно, чтобы не было никаких вот случаев заражения. Вот зимой люди общаются между собой поселками, это на снегоходах или вертолетом. А летом у нас по Енисею ездит теплоход пассажирский. Вот, он развозит людей по поселкам. С города расположенные поселки по реке Енисей. Вот и все. То есть вертолет и зимой на снегоходах, у кого есть снегоходы, и вертолеты пассажирские, а летом на теплоходе пассажирском. Да, у нас тут диспетчерская, там присутствует полиция, и все ездят уже со справками, что прошли проверку. Насколько дезинфицируют вертолет после каждого рейса, я сказать не могу, потому что это дело как бы мы не отслеживаем, потому что вертолет очень далеко садится от города, и когда все пассажиры выходят, а когда другие заходят, и в этот период на обеззараживание вертолет идет, я не знаю, просто мы не контролируем. Но надеюсь, они это делают, потому что вроде случаев пока заражений не было. У нас ФАПы, больницы у нас закрыты, врачи, многие очень хорошие врачи уехали, поэтому ФАПы обеспечивают лекарства еще и платные аптеки, где есть лекарства, которые иногда бывает, то есть иногда не бывает в поселках, и пассажиры сами заказывают своим родственникам там в городе, и они уже в городе покупают лекарства и отправляют в поселок. Но по мере заявок, конечно, медицина старается обеспечивать лекарством ФАПы. Но вы знаете, специалисты, такие как в городе, врачей, конечно, в поселках нету. Если там появится ковид, то будет очень сложно медицинскому персоналу, не имеющему опыт, справиться с этой болезнью. И тогда уже санрейсы только и будут летать в поселки, чтобы вывозить всех в город. Либо лекарства будут усилены, направляться в поселок, и там уже всем будем раздавать и лечиться согласно вот требованиям Минздрава. Ну, в общем, выходы сейчас, ой, можно придумать всякие. Либо на месте лекарством лечиться, либо вывозить тяжелых из поселка на санрейсах на вертолет. В Дудинке, в частности, школы были закрыты, и все дети, вот мои внучки тоже, они все учились на расстоянии, то есть им давали по интернету задания. Вот я был даже удивлен, что упражнения даже показывают, и был возмущен этим, что как так, сидит девочка и показывает свои упражнения, а кто-то в интернете может ее увидеть. И этим самым действием я был возмущен, задал вопрос, почему преподаватели заставляют детей, особенно девочек, показывать, как они там
делают какие-то упражнения. Но мне как бы гарантировали, что такое видео не будет распространяться на общий интернет, чтобы какой-то хакер там или кто-то там нехороший человек смотрел, как девочка делает упражнения. Ну, не знаю, насколько это реально, но я был возмущен этим действием. Ну, такие вот требования были новшества. Да, вроде пока губернатор подписал послабление, и у нас садики уже заработали, некоторые кафе, столовые открылись, магазины. Но насколько это будет зависеть по времени, все от того, какая информация пойдет по ковиду. Если пойдет еще волна, тогда опять закроют. Это же у нас сейчас быстро делается. Да, сейчас молодежь, конечно, уже в тундре старается как бы общаться больше со своими старшими сверстниками, потому что с пожилыми стараются как бы меньше контактить, потому что, боясь их заразить, старается больше молодежь общаться, скажем так, со своими сверстниками 30-40 лет, которые более-менее подвижны и не так уж страшно к этой болезни предрасположены. Но не скажу, что прямо все рванули в тундру и как-то там стараются приблизиться к своим традициям. Вот. Хотя очень много желающих появилось, да, чтобы в тундре быть больше, меньше общаться с поселковскими, с городскими. Вот такая, конечно, тенденция есть. Когда я выписался, я еще 14 дней находился дома. Перед этим я всех своих внучек отправил в другой город, чтобы я был дома один. Вот. Поэтому я 14 дней находился безвыездно и безвылазно в квартире один. Мне приносили по моей просьбе продукты питания, вот, оставляли возле двери, я забирал его, люди выходили. Ну, спасибо им, они мне так помогали. Да, да, приходили врачи, проверяли на наличие дыхания, вот, и осматривали горло, температуру мерили, мерили, там какой-то у них аппарат есть, на палец одевают, и они там смотрят, какие-то цифры там появляются, говорят, у вас все хорошо. Приходили 2 раза, но не часто, но проверяли. Вот. Потом проверяли мое дыхание, у них там аппарат финдоскоп или как. Вот. Врач приходила вся экипированная, как прямо космонавт, вся в белом, вся в маске. Вот. И после этого, когда она все проверила, сказала, что через день-два вас могут уже спокойно отпустить в город. Когда я вышел в город, весь город уже знал, что я болел, старается от меня стороной идти. Я это понимал прекрасно, потому что я слайд сделал, где я показывал, что я в маске кислородном лежу, что я весь в проводах. Это для того, чтобы население видело опасность от того, что люди между собой контачат и не носят маску. И это немножко как бы, да, некоторых, как бы, некоторые поняли, что лучше носить маски, чем носить кислородную маску. И многие мне писали в чате, да, Геннадий Юрьевич, мы теперь понимаем, что лучше носить маску, чем лежать в больнице. То есть мои фотографии немножко, скажем так, отрезвили некоторых людей. Да, да, кстати, и до сих пор еще стараются со мной близко не общаться, хотя я тоже говорю, что давайте так, пока на стороне, потому что у меня еще иммунитет еще не восстановился, поэтому мало ли что. И стараемся на расстоянии не здороваться, а так разговаривать. Вот метра два-три друг от друга. Прекрасно слышно. Что касается вашего вопроса по поводу, скажем так, усталости от этого, от этой страха, да, есть. Стараются не носить маски, уже ходят свободно, заходят в магазин без маски. Но некоторые продавцы стараются все-таки не пускать таких людей в магазин, потому что сами жители возмущаются, что это не заходят туда, в магазин без маски, и требуют руководства магазина, чтобы они покупателям либо отдавали маски, либо их не пускали. А по городу ходят без маски, потому что вроде бы и Минздрав говорил, что можно на улице ходить без маски, дышите свежим воздухом.
Да, они обязаны носить маски, они обязаны носить еще и перчатки. И многие у нас магазины этого придерживаются. Да, повлияло, потому что сейчас вот нет продаж сувениров наших, потому что туристы не приезжают. Нет заказов по интернету, хотя очень слабо, конечно, есть, но страх мало ли что в сувенирах лежит, поэтому как бы и заказов больших нет. Что касается малого бизнеса, магазинчики, вот, где продаются одежды, они тоже были закрыты в этот период очень жестко, и все очень пострадали от этого. Также пострадали и рыбаки, охотники, потому что рыбу, мясо мы не могли продать. Вот, потому что и период такой был, когда все боялись ковида, не знали, мало ли что. Сами рыбаки старались не появляться в городе, и охотники тоже. Вот, сейчас вроде бы понимают эту болезнь, понимают, что страх это тоже плохо, стараются как бы контачить, но очень сильно, конечно, повлияло на финансовую составляющую рыбаков и охотников и оленеводов. Да, повлиял, потому что массового такого уже не было. Приходили туда такие, скажем так, смелые, которые вот хотели там праздновать этот праздник, но такого массового, что прям весь город, или там музыка, или там танцевали все в большом количестве, такого теперь нет. В поселках то же самое, тоже так же праздники сильно не проводили. Приходило очень мало народу. Хотя праздники проводили. Меры по ковиду, ну, вот такие, как первоначальная волна, когда англичане сюда приезжали, пост поставили. Это тоже немножко как бы помогло населению. Потом помогли эти рекламы, где ковид показывали, насколько это реально опасно, где другие страны погибали прям тысячами людей. Эта информация тоже очень сильно как бы помогала людей тормозить. Общение, не общаться. В общем, внешние факторы тоже помогли, потому что многие общаются с материком, получают информацию, как там у них творится, и поэтому тоже между собой стараются не общаться. И в смысле, в городе тоже так же. Это первая волна была, когда было людям страшно, что столько людей погибает на материке, что все как бы уже в страхе стараются между собой, между чатами общаться в WhatsApp. Эта волна как бы первая очень сильно насторожила людей, и люди старались и в масках ходить, прямо аж все были, и покупали маски. Потом, когда уже эта волна улеглась, пошло на спад, вроде и медицина начала бороться, и некоторые стали вылечиваться, и люди уже устали от того, что сидят они прямо дома. Потому что если по радио везде по городу объявляли а, то, что ковид, не выходите, держитесь на расстоянии. Это тоже вот как период блокады были, когда объявляли бомбежку, и все, весь город пустел. Вот так же и здесь объявляли по радио, прям по всему городу. Постарайтесь не выходить, могут быть штрафы. Полиция ездила, везде проверяла. Сейчас такого нет. И вот эта первая волна, особенно информация, идущая по средствам массовой информации, это вот телевидение, газеты, интернеты, остановила людей. Но сейчас уже не такой большой страх, скажем. Ну, я думаю, что было бы, конечно, хорошо, если здравоохранение, во-первых, взяли на контроль особенно отдаленные промысловые поселки рыбаков-охотников, и особенно по оленеводам. То есть дали информацию ФАПам своим, которые вдалеке, чтобы они каждый раз давали сводку очень частую по связи, как что происходит, и обеспечивали лекарством всем необходимым прямо до мелочей. И особенно вот такие, как антивирусы и специалистские, такие специальные лекарства. Вот. Насколько это реально делается, тоже не знаю. И давали нам информацию, обязательно вот хотелось бы узнать, насколько реально или делают ли дезинфекции транспортных средств, на которых перевозят массово людей, особенно вертолеты,
катера, теплоходы, те же автобусы, когда вот из Норильска едут автобус с пассажирами, делают они дезинфекцию или нет? Хотя бы эту информацию давали для людей. Вот. Что касается таких вот масок, мне бы очень хотелось, чтобы маски все-таки давали бесплатно. А ведь они продаются 40 рублей одна штука. Это как булка хлеба. Либо булку хлеба взять, поесть, либо маску взять. Поэтому люди как бы думают. И маски используют по несколько раз. Хотя они пишутся как разовые. И лучше бы в каждом магазине все-таки, в школах, помещениях таких больших, маски раздавались бы бесплатно за счет государства. Да, маски у нас в первое время шили, даже с национальным орнаментом шили. И в WhatsApp все это показывалось. Сейчас такого нету. Волна прошла, да. Понимает, что от маски сейчас никакого толку нету. Потому что эта зараза залезет в любую щель маски. Это как открытая дверь. Ну да, эпидемии были, как сибирская язва, допустим. Люди эти места покидали, они оставляли свои чумы, вот, оставляли своих оленей, иногда просто резали и уходили. Такие места есть такие. Да, они переносят ее особенно опасный период, когда падеж идет оленя. Это знаете, когда падеж бывает? Когда вот весна или когда осень, когда земля резко покрывается льдом, коркой, и олени начинают копытами пробивать, не пробивать, и очень сложно им пробить лед, поэтому с голода погибает. Когда массово олени погибают, их нельзя похоронить, где-то весной они начинают происходить гниение, и запах, и отсюда может появиться сибирская язва. Места эти стараются обходить стороной. Сейчас нет, сейчас не используют, потому что я современная медицина. Люди стараются больше обращаться к специалистам. Ну да, да, это так и есть, верховенство власти. Вот, администрация, допустим, вышестоящая отпускает приказы и информацию нижестоящие, идти дальше и дальше. И так доходит до главы поселка конкретного, который должен так или иначе исполнять вышестоящий приказ, указ, постановление, распоряжение. Ну, скажем так, администрация сейчас старается меньше ездить по поселкам, потому что ковид, они тоже могут быть носителями, и они это прекрасно понимают. Достаточно поднять телефон или рацию, или так вот общаться по электронной почте, дать распоряжение. И они на месте должны быстро реагировать. Вот. Что касается, допустим, самих вот руководителей на местах, они, конечно, много чего не знают и много чего боятся, и боятся ответственности. Поэтому ждут указаний сверху. И только после этого начинают шевелиться. Ой, я бы не сказал, чтобы мыли руки или там меньше общались, или не обнимались. Я бы сказал, просто будьте информированы. Обниматься, целоваться всегда надо. Но когда информации много, человек уже понимает, что делать, как делать или не делать. Информация в этот период особенно помогает, потому что незнание это вызывает только страх. И панический страх иногда бывает. Это очень плохо для того, чтобы люди, допустим, не понимая ситуацию, начинают в истерику всякие там придумывать ужасные всякие намерения себе, вплоть до суицида. А когда человек знает информацию и может его правильно использовать, это людей успокаивает. Более того, мобилизирует к действиям, либо не действием.